Всем привет! Добро пожаловать в мою маленькую домашнюю мастерскую. Продолжаем нашу новогоднюю коллекцию. Сегодня будем вязать с вами оленя. Вот такого славного. Ножки у меня на суставчиках. Кто захочет, я расскажу, как сделать просто ввязанные ножки, у кого нет суставчиков. Вот. Значит, в этом ролике я буду вязать оленя немножко с другим оформлением, но схема останется той же. Я хочу вот эту вот часть мордочки, нижнюю, выделить белым и не вязать вот эту белую мордочку. Но схема не изменится, вы будете вязать вместе со мной. Кто захочет связать именно такого, просто будет вязать одним цветом. И как связать эту мордочку и на каком этапе ее пришить, я вам покажу. То есть сама схема, она не поменяется. Вот. Итак, что нам понадобится по материалам? Первое, крючки. Так, еще такой момент по поводу шапки. Давайте, знаете, как сделаем? Давайте я схему шапки, потому что вяжу я по одной и той же схеме. Вот она, я вам ее показывала уже 2 раза. Я напишу ее в сообществе. Оставлю, сделаю пост, напишу в сообществе шапочку и помпон. И смотрите, оленю я вязала шапочку до 22 ряда включительно, то есть у меня 30 столбиков в работе получилось. Вот я сделала 22 ряд с прибавками, потом 23 провязала просто 30 столбиков без накида, и еще 3 ряда провязала минком по 30 столбиков без накида, вот эту вот опушечку. Вот. Саму схемку я запишу, оставлю в сообществе на шапочку. Так, это что касается шапочки. Так, простите. Значит, крючок сегодня у меня будет 3,5 для вязания оленя. Кто вяжет какой пряжи, там уже берите свой крючок. 3,5, 4, 4,5. У меня просто сегодня новая ниточка. И мне кажется, 3,5 это номер ее крючка. Дальше нам понадобится крючок номер 5 для вязания шапочки и крючок номер 7 для вязания шарфика. Ну, шапочку вы свяжете самостоятельно. Шарфик я вам покажу на небольшом кусочке, но мы, в принципе, тоже его уже вязали. Что из пряжи понадобится для оленя? Какой-нибудь темный цвет. У меня это будет коричневый. Сейчас я вам скажу. Это Дольче 775. По расходу, по граммам я напишу в описании под видео, сколько грамм чего у меня ушло. Так, коричневый 775. Дальше. Самого оленя я буду вязать вот из такого цвета. Ниточка, она по размеру такая же, как и остальная плюшевая пряжа, как Дольче, как Воланс, как Dolphin Baby. То есть на 100 грамм 120 метров, но пряжа для меня новая. Вот я заказала себе на пробу. Вот так она называется, Ламия Mellow. Кому интересно, у меня оттенок 943. Она, мне кажется, чуть потоньше, чем Bunny Baby, чем Воланс, чем Dolphin Baby и чем Дольче. Поэтому я ее вяжу крючком номер 3,5. Ну, пока мне нравится. Не сыпется. Вроде ложится хорошо. Так что тестирую пока меня все устраивает. Дальше для мордочки я возьму вот такой молочный цвет Dolphin Baby. Кому интересно, пожалуйста, номер. Вот. И для животика
пушистого. И для чубчика у меня сегодня будет... Подождите. Коты сходят с ума. У меня сегодня будет вот такая пряжа. Панда. Номер 73. Так. Дальше я вставлю оленю. Так, у этого глазки 12 миллиметров. То есть хотите, можете вставлять глазки 12 миллиметров, 14. У меня будут 16 миллиметров. Блестящие. Так, уже что-то прицепилось. 16 миллиметров. И суставчики. Суставчики у меня 40 миллиметров. Можно брать 35-30 смело. То есть 40 это максимум. У меня просто были 40 и маленькие. Вот, 40 это максимум. Лучше 35. Шплинты, суставы. Что у вас есть? Так. Ну, безусловно, красная пряжа для шарфика, шапочки тоже понадобится. Я вот уже связала детальки. Рог, ушко, ручку, ножку. Давайте с вами начнем, наверное, с рога. Я уже вяжу всю игрушку 3,5 миллиметра крючком. Ну, вы уже смотрите там по вашей плюшевой пряже 4-4,5 миллиметра. Какой номер вам нужен? Значит, набираем 2 воздушные петли, либо кольцо амигуруми. 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка набираем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Набрали. И провязываем 2 ряда по 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И еще один. 1. Сложновато, конечно. 2. 3. 4. 5. То есть всего у нас получилось 3 ряда. Первый мы набрали 5 столбиков в кольцо, потом провязали еще 2 ряда по 5 столбиков без накида. Эту маленькую детальку мы в следующую петельку соединительным столбиком завершаем, обрезаем ниточку. Все ниточки эти убираем, обрезаем покороче. Прячем вовнутрь. Теперь нам нужно связать еще точно такую же детальку, только из 4 рядов. То есть первый набираете и потом вяжете еще 3 ряда по 5 столбиков без накида. И ниточку не обрезайте. Итак, смотрите, вот вторая деталька тоже готова. Я беру маркер, отмечаю последнюю петельку, потом пропускаю одну, отмечаю следующую петельку. То есть у меня получается маркерами отмечено 4 петельки. 1, 2, 3, 4. То же самое я делаю у маленького рога. Отмечаю 4 петельки. 1, 2, 3, 4. Вот. 5 петельки. Что мы с ними делаем? Так. Складываем вот так 2 части наши.
Заводим крючок в пятую в эту петельку на одной детальке, на второй, и соединяем их соединительным столбиком. Дальше мы просто по кругу вяжем. Раз. Переодеваю крючок, чтобы наглядно вам было видно. Я это, я это без маркеров делаю. 2, 3. Сделали. Четвертую петельку вводим, достаем. Потом ввожу куда-нибудь, может, в соседнюю детальку, в ту самую пятую петельку, куда войдет крючок. Тоже достаем и провязываем 3 петельки вместе. Вот наша четвертая петелька готова. Дальше. Маркер. Вяжем. Раз. То есть это пятая петелька получается. Шестая. Седьмая. И с 8 петелькой делаем то же самое, что и с 4. Убираем. Вводим крючок, достаем. Вводим куда-нибудь, куда вводится. Достаем еще одну и провязываем 3. То есть всего в работе у нас сейчас 8 столбиков без накида. Нам нужно провязать 2 ряда по 8 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первый ряд. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Второй ряд. Все, в следующую петельку делаем соединительный столбик, обрезаем ниточку подлиннее для пришивания. И рог у нас готов. У этого оленя я рожки ничем не наполняю. Они и так получаются довольно плотненькие, поэтому хотите, можете немножко холофайбером набить. Вот, но я не наполняю рожки. Вот они, 2 одинаковых. Просто потом пришьются разными сторонами. Так, рожки у нас готовы. Давайте свяжем с вами ручки. Да, нам понадобится, кстати, ниточка для утяжки. Я беру коричневую ниточку. Можно черный, в принципе. Так, вяжем ручки в кольцо амигуруми или в 2 воздушные петли. Набираем 6 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Это первый ряд. Второй ряд вяжем 6 прибавок.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Третий, четвертый ряд нам нужно провязать 12 столбиков без накида, но третий ряд мы вяжем за заднюю стенку 12 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре. То есть у нас остается такой ободочек, не знаю, на темном не видно. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петелька за заднюю стенку. И четвертый ряд мы вяжем 12 столбиков без накида за обе стеночки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дальше пятый ряд. Пятый ряд мы вяжем. Значит, достаем одну петельку коричневую, обрезаем ее и меняем цвет на цвет основного, на основной цвет тела. Провязываем первая петелька, первый столбик без накида, второй столбик без накида, третий, четвертый. Дальше делаем 2 убавки. Первая убавка, вторая. И до конца ряда довязываем 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. Провязали. Так, у меня тут теперь нам нужно провязать с вами 4 ряда по 10 столбиков без накида. У нас, то есть, осталось в работе было 12. Мы сделали 2 убавки, осталось у нас 10. Нам нужно провязать 4 ряда по 10 столбиков. Я провяжу первые 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Первый ряд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, завяжу вот это вот, вот эти хвостики, переход нашего цвета, да. Обрежу их туда вовнутрь, спрячу. Дальше беру снова коричневую ниточку. Беру коричневую ниточку. Смотрю, вот у нас был переход цвета, значит, здесь начало ряда. Вот у нас ряд, где мы вязали за заднюю стеночку. Первую петельку я нашла. Ножкой поворачиваем от себя, то есть стопой от себя. Фиксируем. И вот в эти вот ушки, первое, второе и так далее, столбиками, вяжем столбики без накида. 2, 3. Делаем обвязку, чтобы сформировать копыта. Просто не знаю, видно вам?
за эти задние стеночки, что у нас остались. Потом делаю соединительный столбик с первой петлей, обрезаю ниточку, разворачиваю уже стопой к себе вот эту ниточку, которую мы обрезали, вывожу на внутреннюю сторону к стопе, и потом эти две ниточки вовнутрь и завязываю их там на узелок. Все, обрезаю. Дальше беру наполнитель и наполняю немножко только часть вот именно копытца. Сама ручка, она такая пустая будет. Сейчас я наполню. Так, все наполнила. Вот видите, то есть наполнено только копытце. Все, мы сейчас довяжем и закроем ручку. Больше ничего наполнять не будем. Дальше берем нашу иголочку с ниткой, вводим ее в серединку нашего кольца амигуруми. Дальше смотрим. Смотрите, вот у нас переход, да, цвета. Здесь у нас было соединение обвязки. И параллельно им протягиваем вот так вот ниточку и смотрим, где нам сделать копытце, чтобы вот это все дело было сзади. Вот так. Все, значит, я определила место, у меня вот здесь оно будет. То есть смена, вот это соединительный столбик, все это останется сзади. Я ввожу иголочку и вывожу ее. В принципе, все. Завязываю на узелок, затягивая копытце, формируя. Надеюсь, понятно. Так. Вот. Довязываем еще самостоятельно 2 ряда по 10 столбиков без накида. Всего их должно быть 4. Так, провязала я еще 2 ряда по 10 столбиков без накида. Сложила ручку пополам. Вот у меня копытце. Пополам сложила. У меня вязание вот где закончилось. Значит, я сейчас провяжу еще 2 петельки, чтобы оно закончилось на середине, на сгибе ручки. Вот провязала. И теперь столбиками без накида соединяю 2 половинки. Все, обрезаю. Наши ручки готовы. Так. Ой, давайте, наверное, еще с вами свяжем ушко, чтобы уже с мелкими детальками закончить. А потом уже будем вязать ножку. Так. Ушко мы вяжем из основного цвета. Кольцо амигуруми, либо 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка набираем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Второй ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка 3 раза. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая. Столбик без накида. Третья. Дальше третий ряд вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка, 3 раза. Раз, два, первая прибавка. Раз, два, вторая. Раз, два, третья. И последний, 5-й ряд, вяжем 12 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Складываем пополам и еще раз. И аккуратненько сшиваем столбиками без накида. Не очень, конечно, опять же, удобно, когда мелкие такие детальки. Все, завершаем соединительным столбиком. Ниточку подлиннее для пришивания оставляем. Вот наши уши тоже готовы. Так, теперь ножки берем коричневый. Вяжем 6 столбиков в кольцо амигуруми, либо 2 воздушные петли. Раз, два. Во вторую петлю от крючка набираем 6 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Второй ряд делаем 6 прибавок. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая прибавка и шестая. Так, третий ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка 6 раз. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая прибавка. Столбик без накида. Третья прибавка. Столбик без накида. Четвертая прибавка. Столбик без накида. Пятая. И столбик без накида. Шестая. Всего в работе у нас получается 18 столбиков без накида. Теперь 2 ряда. Нам нужно провязать 4, 5 по 18 столбиков без накида. 4 ряд за заднюю стеночку вяжем. 5 ряд за обе стеночки вяжем по 18 столбиков без накида. Я думаю, что вы справитесь самостоятельно. Ручку я связала вместе с вами. Ножку уже думаю, что по принципу ручки свяжете сами. За заднюю стенку 4 ряд 18 столбиков без накида. И 5 ряд за обе тоже 18 столбиков без накида. Провязали 2 ряда по 18 столбиков без накида. 4, 5 вяжем 6 ряд. Я меняю цвет на цвет тела. Значит, 6 ряд у нас будет 4 столбика без накида, 1 убавка, 3 раза. Это наш первый столбик без накида. Второй, третий, четвертый. Первая убавка.
Раз, два, три, четыре. Вторая убавка. Раз, два, три, четыре. Третья убавка. Всего в работе у нас осталось 15 столбиков без накида. Значит, что мы делаем дальше? Те, кто вяжет на суставе и на шплинте, вяжем 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 рядов по 15 столбиков без накида. Для тех, кто вяжет, будет ввязывать ножки, вяжите 7 рядов, то есть с 7 по 13, по 15 столбиков без накида. Я сейчас провяжу 2 ряда и потом оформим ножку. 2 ряда по 15 столбиков провяжите и вместе оформим копытца. Провязала я 2 ряда по 15 столбиков. Снова находим вот наша первая петелечка с ряда, где мы за заднюю стенку вязали, вот последняя. Находим первую петельку, берем коричневую ниточку и точно так же, как ручка, фиксируем столбиками без накида, делаем обвязку, потом прячем ниточки и утягиваем наши копытца. Только ножку мы набиваем. Те, кто крепит на суставы или шплинты, набивают ножку целиком. Те, кто будут ножку ввязывать, набивайте хорошо копытца. Так, вот у нас соединительный столбик здесь будет с первой петелькой. Выводим на обратную сторону и достаем наши ниточки вовнутрь. Те, кто будет ввязывать ножку, набивайте само копыто плотно, потом до серединки где-то так слабенько и вверх оставляйте пустым, чтобы они у вас не торчали в разные стороны. Так, сделали. Наполним сейчас копыта. Всегда, когда наполняете, смотрите на обе ножки, чтобы они были одинаковые по размеру, потому что холофайбером можно и переборщить. Тогда будет одна ножка больше, другая меньше. Так, точно так же, как ручку, вставляем в середину иголочку. Вот, да. Смотрим, где у нас тут переход цвета, чтобы он оставался сзади. И выводим иголочку назад. Все, обрезаем ниточку. Также завязываем, затягиваем. И обрезаем. Смотрите, мы 2 ряда по 15 столбиков без накида провязали. Те, кто будет ввязывать, вяжут еще 5 рядов по 15 столбиков без накида. Те, кто шплинты, суставы, вяжут еще 4 ряда по 15 столбиков без накида самостоятельно. Итак, смотрите, я провязала еще 4 ряда по 15 столбиков без накида. Те, кто вязал еще 5 рядов, те, кто будет ввязывать, складывайте ножку пополам, точно так же, как и с ручкой мы делали. Смотрите, где у нас копытца. Довязывайте до серединки, сколько вам надо петелек, и сшиваете столбиками без накида. Наполняйте здесь немножко, здесь оставляете пусто. Для тех, кто вставляет шплинты, суставы, вяжем с вами 13 ряд, 3 столбика без накида, 1 убавка,
Сейчас 3 раза. 1, 2, 3. Первая убавка. 1, 2, 3. Вторая. 1, 2, 3. Третья убавка. Наполняем нашу, простите, ножку. Наполняем. Так. Смотрим, одна ножка у нас сюда суставчик выходит, значит вторая у нас будет выходить в эту сторону суставчик. Берем суставчик, смотрим у нас где тут сбоку серединка, плюс-минус, да? Вот. И вставляем суставчик между последним рядом 15 столбиков без накида и последним рядом с убавками. То есть где-то смотрим, чтобы это была серединка. Все, вставляем его хорошо. Если нужно, добавляем наполнитель. Угу. Смотрим, чтобы ножки были одинаковые. И вяжем последний ряд. 6 убавок. Итак, вяжем. Первая убавка. Вторая. Третья. Четвертая. Видите, суставчик впритык. Пятая. И шестая. Дальше делаем соединительный столбик. Отрезаем ниточку подлиннее. Угу. Берем иголочку. Закрываем вот эту дырочку, которая у нас осталась. Аккуратненько, красивенько. Закрываем дырочку. Выводим иголочку на внутреннюю сторону. Видите, все, макушечка закрыта. Что-то сегодня с фокусом. Я надеюсь, там в видео с фокусом все в порядке. Завязываем узелочек, затягиваем. И прячем нашу ниточку куда-нибудь. Выводим. Все. Ножки готовы. Смотрите только, чтобы суставчики смотрели друг на дружку. Так, продолжаем вязание. Завозила, девочки, только что малую в школу. У нас Минск замело. Мы живем в частном доме. Мы чуть добрались до калитки, по колено снега. Чистить дороги не успевают. Автобус застрял. Чуть-чуть до остановки нас не довез. Короче, приключения еще те. Так, вяжем с вами тело. Берем основной цвет. Кольцо амигуруми или 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка набираем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4,
5, 6. Это наш первый ряд. Второй ряд вяжем 6 прибавок. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая прибавка. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая прибавка. Столбик без накида. Третья прибавка. Столбик без накида. Четвертая прибавка. Столбик без накида. Пятая. Столбик без накида. Шестая прибавка. Дальше вяжем четвертый ряд, 2 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. Раз, два. Первая прибавка. Раз, два столбика без накида, вторая прибавка. Раз, два. Третья прибавка. Раз, два. Четвертая. Раз, два. Пятая. Раз, два. Шестая. Дальше вяжем пятый ряд, 3 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. Раз, два, 3 столбика без накида. Первая прибавка. Раз, два, три. Вторая. Раз, два, три. Третья. Раз, два, три. Четвертая. Раз, два, три. Пятая. Раз, два, три. Шестая. Дальше вяжем шестой ряд. 2 столбика без накида. Прибавка. Дальше вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка, 5 раз. Раз, два, три, 4. Первая прибавка. Раз, два, три, 4. Вторая. Раз, два, три, 4. Третья. Раз, два, три, 4. Четвертая. Раз, два, три, 4. Пятая прибавка. И до конца ряда 2 столбика без накида. Раз, два. Что мы делаем дальше? Дальше у нас 7, 8, 9, 10 и 11 ряд, 5 рядов. Нам нужно провязать по 36 столбиков без накида. Те, кто вяжет, сделал ножки с суставами, вяжут просто 5 столбиков по 5 рядов по 36 столбиков без накида. 7-11 ряд. Те, кто ножки будет ввязывать, вяжите 1 ряд, 36 столбиков без накида, то есть 7. В 8 ряду ввязываете ножки. Вы смотрите, получится примерно 7 или 8 петелек, чтобы ввязать ножку. Ну, вот, допустим, на примере 8 петелек я вам расскажу, как ввязать. Вот у вас одна ножка ввязывается в 8 петелек, и вторая ножка ввязывается в 8 петелек. Значит, всего на ножке у вас уходит 16 петелек.
36 столбиков у нас всего, значит, минус 16, у нас остается 20 столбиков. Их мы делим пополам, то есть по 10 столбиков без накида. И ввязываем, получается, 8 столбиков ножка, 10 столбиков без накида, потом 8 столбиков вторая ножка и 10 столбиков до конца ряда. Либо если 7 получилось, значит 7 плюс 7 14. Остается у нас 22 столбика, значит по 11. Ввязываем 7 ножка, 11 расстояние между ножками, потом 7 вторая ножка и 11 до конца ряда. То есть в 8 ряду ввязываете ножки. Спереди и сзади должно быть одинаковое расстояние петелек. И довязываете потом еще 9, 10 и 11, 3 ряда по 36 столбиков без накида. Те, кто вставляет суставы, просто вяжем 5 рядов по 36 столбиков без накида самостоятельно. Итак, провязали 5 рядов. Кто ввязывал ножки, ввязали ножки. Продолжаем вязать. Это мы провязали 7, 11 ряд. Продолжаем вязать. Вяжем 12, 2 столбика без накида, 1 убавка. Дальше 4 столбика без накида, 1 убавка, 5 раз. 1, 2, 3, 4. Первая убавка. 1, 2, 3, 4. Вторая. 1, 2, 3, 4. Третья. 1, 2, 3, 4. Четвертая. 1, 2, 3, 4. Пятая. И до конца ряда 2 столбика без накида. Дальше 13 ряд самостоятельно провяжите без изменений 30 столбиков без накида. Провязали 13 ряд, 30 столбиков без накида. Вяжем 14, 3 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. 1, 2, 3. Первая убавка. 1, 2, 3. Вторая убавка. 1, 2, 3. Третья убавка. 1, 2, 3. Четвертая убавка. 1, 2, 3. Пятая. 1, 2, 3. Шестая. Так, провязали 14 ряд, вяжем 15 ряд, 24 столбика без накида. И те, у кого ножки на суставах, набейте тело, будем вставлять ножки. Те, кто ножки ввязывал, можете, в принципе, не набивать. Мы потом после 16 ряда набьем, чтобы ввязать ручки. Вот, вяжем 15 ряд, 24 столбика без накида и набиваем тело. Итак, смотрите, провязала я 15 ряд, 24 столбика без накида, набила тело. Ножки мы будем с вами вставлять между 7 и 8 рядом. Между ножками 18 столбиков без накида. Смотрите, мы когда вставляем ножки, у нас же амигуруми вязание идет немножко наискосок. Получается, эта ножка чуть-чуть ниже, чем эта. Поэтому здесь у меня получается между 7 и 8 рядом. А эту я опущу на ряд ниже. Или даже, может, в серединку петельки. Смотрите, включайте свой глазомер. У меня он, если честно, очень плохо работает, но я стараюсь. Вот, в серединку петельки, в серединку 7 ряда. Между отверстиями будет у нас 18 столбиков. Ножки вставляем, смотрите, чтобы в одну сторону смотрели копытца. Вот.
вставляем самостоятельно. Я уже много раз показывала, как это делать без аппарата специального. Я сделаю это с помощью, без инструмента, с помощью инструмента. Вот, так что вставляем ножки. Все, ножки я вставила. Вяжем, так, какой у нас, 16 ряд. 2 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. Раз, два. Первая убавка. Раз, два. Вторая. Уже неудобно вязать. Раз, два. Третья. Раз, два. Четвертая. Раз, два. Пятая. Раз, два. Шестая. Так, провязали. У нас 18 столбиков в работе. Вяжем 17 ряд, 18 столбиков без накида, без изменений. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Все. Тело у нас набито. У кого не набито, набиваем. Берем наши ручки. Перекладываем. Вот я выделю, получается, 1, 2, 3, 4, 5. 5 петелек спереди. 3, 4, 5. Каждая ручка у меня будет ввязываться в 5 столбиков без накида. Вот я приложила, у меня получилось, чтобы они были посерединке, надо сделать расстояние между ними 5 столбиков. У вас там может быть 4, смотря как вы вяжете. То есть у меня сейчас 18 столбиков в работе, 5 и 5 у меня ручки, и 8 столбиков мне надо распределить перед-зад. Наперед у меня получилось 5, значит сзади будет 3 столбика без накида. Здесь у меня не получается ввязать ручку, здесь только 2 петельки. Так что мы вяжем сейчас. 1, 2. Потом вяжем 5 выделенных. 1, 2, 3, 4, 5. Берем первую ручку, смотрим, чтобы копыта ручки смотрели в ту же сторону, куда смотрят копыта ножки. Так. Ввязываем в 5 столбиков без накида ручку. 1, 2, 3, 4 и 5. Здесь у меня получается 1, 2, 3 петельки сзади. У вас может быть 4 и 4. Берем вторую ручку, внимательно смотрим копытца, чтобы в правильную сторону. И ввязываем вторую ручку в 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Все, ручки у нас ввязаны. Маркеры можно снять. Это у нас был 18 ряд, в котором мы ввязываем ручки. Дальше вяжем 19 ряд, 1 столбик без накида, 1 убавка, 6 раз.
столбик без накида, первая убавка, столбик без накида, вторая убавка, столбик без накида, третья, столбик без накида, четвертая, столбик без накида, пятая, столбик без накида, шестая. И последний 20 ряд вяжем 12 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. В соседнюю петельку соединительный столбик обрезаю покороче, потому что пришиваю хлопковой ниточкой. Все, набиваем тело до конца хорошо, равномерно. И приступаем к вязанию головы. Так, убежала ниточка. Вяжем голову кольцо амигуруми, либо цепочка из 2 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка набираем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Это первый ряд. Второй ряд делаем 6 прибавок. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая прибавка и шестая. Дальше третий ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз, столбик без накида, первая прибавка, столбик без накида, вторая прибавка, столбик без накида, третья прибавка, столбик без накида, четвертая, столбик без накида, пятая, столбик без накида, шестая. Четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. Раз, два, первая прибавка, раз, два, вторая, раз, два, третья, раз, два, четвертая, четвертая прибавка, раз, два, пятая, раз, два, шестая. Дальше пятый ряд вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. Раз, два, три, первая прибавка, раз, два, три, вторая, раз, два, три, третья, раз, два, три, четвертая, раз, два, три, пятая прибавка, раз, два, три, шестая. И вяжем шестой ряд, 2 столбика без накида, прибавка, 4 столбика без накида, 1 прибавка, 5 раз. Раз, два, три, четыре, первая прибавка, раз, два, три,
4, вторая, раз, два, три, 4, третья, раз, два, три, 4, четвертая, раз, два, три, 4, пятая, и до конца ряда 2 столбика без накида. Раз, два. Теперь нам нужно провязать 7-11 ряд 5 рядов по 36 столбиков без накида. Кто будет вязать мордочку, как у первого оленя, однотонную, вяжите полностью 5 рядов 36 столбиков без накида. Кто будет, как и я, делать низ мордочки беленьким, в последнем ряду, в 11-м, не довязываем 6 столбиков, будем менять цвет. То есть провязываем в последний ряд, 11-й, да, 30 столбиков без накида, и потом поменяем цвет. Итак, провязали 7-11 ряд. Вот у меня 11 ряд не довязано 6 столбиков без накида. Кто вяжет одним цветом, довязывайте до конца. Я же сейчас буду делать смену цвета для того, чтобы она у нас была сзади. Мы это делаем, а не спереди. Так, эту ниточку мы обрезаем. Я беру молочный Dolphin Baby. Вот, он бежал. Делаю смену цвета. Довязываю первая. Это 31, 32, 33, 34, 35 и 36 столбик без накида 11 ряда. Все, довязали. Вяжем 12 ряд. 1 столбик без накида, 1 прибавка 12 раз. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая. Столбик без накида. Третья. Столбик без накида. Четвертая. Столбик без накида. Пятая. Столбик без накида. Шестая. Столбик без накида. Седьмая. Столбик без накида. Восьмая прибавка. Столбик без накида. Девятая прибавка. Столбик без накида. Десятая. Столбик без накида. 11, столбик без накида. 12. И до конца ряда 12 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь вяжем 13 и 14 ряд без изменений по 48 столбиков без накида. Вяжите самостоятельно. Кто вяжет одним цветом, вяжет одним цветом. Провязали 2 ряда 13 и 14 по 48 столбиков без накида. Вяжем 15 ряд 24 убавки. Раз, два, 3, 4, 5 убавок, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Сейчас набиваем хорошо голову, будем вставлять глазки. Так, голову набили. Смотрите, глазки мы будем вставлять между 10 и 11 рядом. Между глазками у меня 8 будет, потому что глазки побольше. У этого 6, потому что глазки поменьше, столбиков. Вы смотрите, можете... Мы же голову набили для того, чтобы прикинуть. Можете вставить вот так глазки. Примерно поставить их, как будет утяжка, и смотреть, достаточное расстояние или недостаточное. Вот у меня 8 столбиков, и мне кажется, это самое такое то расстояние. Сейчас я их закреплю и вернусь к вам, вяжем голову до конца. Все, глазки закрепила, вяжем 16 ряд, 2 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. Раз, два. Первая убавка. Раз, два. Вторая. Раз, два. Третья. Раз, два. Четвертая. Хорошенько натягивайте. Раз, два. Пятая, чтобы не было дырочек. Раз, два. Шестая. И последний ряд, 17 вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка, 6 раз. Столбик без накида, первая убавка, столбик без накида, вторая, столбик без накида, третья, столбик без накида, четвертая, столбик без накида, пятая, столбик без накида, шестая. В следующую петельку соединительный столбик, обрезаю ниточку покороче, куда делись мои ножницы, потому что пришиваю полухлопковой ниточкой. Все, на этом этапе хорошенько набиваем голову, щечки вот эти, все хорошенечко набиваем и будем делать с вами утяжки. Итак, голову набили, беру ниточку по цвету более-менее подходящую к пряже, длинную иголочку и, как обычно, стандартно, максимально близко к глазу делаю утяжки. Так. Ниточку заводим немножко под глазик, обрезаем и затягиваем. Так, с утяжками, не знаю, там записалось, как не записалось. Позвонили мне, сбили видео, но сейчас, если не записалось, на втором глазике покажу. Вот один глазик я уже затянула. Затягиваем второй максимально близко к глазу. Стандартные утяжки делаем с этой стороны. Ниточку заводим под глазик, обрезаем и затягиваем. Так. Дальше вторые утяжки делаем уже боковые.
этого бока. Ниточку под глазик обрезаем и, завязывая на узелок, затягиваем. Со вторым то же самое. Ниточку обрезаем и затягиваем. Так. Утяжки сделали. Значит, те, кто хочет мордочку, у кого одноцветная голова, мордочку пришить, вяжем мордочку кольцо амигуруми или 2 воздушные петли. Во вторую от крючка набираем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Это первый ряд. Второй ряд вяжем 6 прибавок. Раз прибавка, 2, 3, 4, 5, 6. И третий ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. Раз. Вторая прибавка. Столбик без накида, 3-я прибавка. Столбик без накида, 4-я. Столбик без накида, 5-я. И столбик без накида, 6-я. Соединительным столбиком завершаем. Ниточку подлиннее, я коротенькую отрезала, потому что я пришивать не буду, подлиннее для пришивания. И пришиваем мордочку, чтобы на середине глазок была она. Ничего не добавляем, ни холофайбер, ничем не наполняем. Просто по кругу пришиваем мордочку. И потом поверх мордочки изнутри вводим черную ниточку. Делаем такое разделение, да. И красными, можете черными ниточками. У меня тут плюшевый носик сделан плюшевой красной ниточкой. Тоже на ваш вкус делайте. У этого я сделаю просто черный. Тоже разделю и сделаю просто черный, наверное, носик. Не хочу делать ей красный носик ему. Так, дальше берем черную нитку с иголкой, оформляем наши глазки, делаем стрелочки. Я делаю стандартно, вы как хотите, можете сделать реснички, можете, кстати, приклеить реснички, ну, сделать с ресничками, да, его. Так, вывожу вверх. Вы можете все отмечать булавочками, я ничего не отмечаю. Вывожу вверх, делаю раз бровку. Делаю 2 бровку. Выхожу здесь в серединку. Разделили и носик. Чуть-чуть не на этот. Подальше надо. Вот. У меня
несколько раз провожу так. Носик. Все. Я еще потом, когда соберу, такой миленький, да, получается. Тут серьезный, а тут миленький еще. Не совсем понятно, что олень. Ну, рожки переделаются, будет понятно, что олень. Я еще сделаю пастелью розовые ему румяшки. Так, с оформлением закончили. Плюшевое теперь, меховое, точнее, вяжем. Смотрите, если нету меховой пряжи, сделать животик и чубчик, можете просто обычной белой ниточкой сделать такие, как полосочки, штрихи. Здесь, здесь тоже будет хорошо смотреться. Для тех, у кого есть меховая пряжа, берем пряжу свою и вяжем. Так, вот наше тельце. Ой, еще нам, знаете, что хвостик надо связать? Ну, сейчас мы свяжем все плюшевое. И потом уже будем самостоятельно собирать и хвостик. Я вам покажу. Так, набираем 7, давайте. 1, 2, 3 воздушных петель, 4, 5, 6, да, 7. 6 в работе, 7-я петля подъема. Со второй петли от крючка вяжем по цепочке 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Петля подъема, разворот. В обратную сторону также вяжем 6. 1, 2, 3, 4, 5 и под камеру, конечно, с меховой пряжей надо петельки высматривать. 6 сделали. Делаем петлю подъема, разворачиваемся, делаем убавку, достаем 1 петлю, 2 петлю и провязываем 1. Дальше у нас 2 столбика без накида по цепочке и снова убавка. 1 петля и 2 петля и вместе провязываем. Петля подъема, разворот. У нас 4 петли в работе, вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4, петлю подъема, разворот, снова 4. 1, 2, 3 и 4. Петля подъема, разворот, делаем 2 убавки. Первая, вторая. Сейчас я примерю. Я вообще не по схеме вяжу эти челочки, я их всегда примеряю. Так. Ну, давайте я еще, наверное, сделаю петлю подъема и провяжу в обратную сторону 1, 2 столбика без накида и соединительный столбик. Оставлю ниточку подлиннее для пришивания. Вот получается такой как бы треугольничек. И потом мы вот так его просто пришьем. Я уже показывать не буду, как пришивать. Я думаю, что вы пришьете сами.
да. Все, это есть. Дальше вяжем грудку пушистую. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 работа, 6-я петля подъема. Во вторую петлю от крючка, со второй петли от крючка вяжем в обратную сторону 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Петля подъема, разворот, снова 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Петля подъема, разворот, вяжем прибавка, 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Я думаю, тут показывать бессмысленно. Слушайте, тут все равно ничего не видно. И еще одна прибавка. Петля подъема, разворот, в обратную сторону 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Петля подъема, разворот, прибавка, 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. Петля подъема, разворот, 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Петля подъема, разворот, прибавка, 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прибавка. Петля подъема, разворот, 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Петля подъема, разворот, снова 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Петля подъема, разворот. Еще раз 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Петля подъема, разворот, убавка. 1 достали, 2 достали, сделали убавку. Дальше 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова убавка. 1, достали петельку, 2 достали петельку, провязали 3 вместе. Петля подъема, разворот, убавка. Снова 1, 2, провязали 3 вместе. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5.
снова убавка, раз достали, 2 достали, провязали 3 вместе, петля подъема, разворот, снова убавка, 3 столбика без накида, 1, 2, 3 и последняя убавка. Все. Соединительный столбик, ниточку подлиннее для пришивания. Вот такой пузик у нас получился. Вот он будет пришиваться. Так, давайте хвостик с вами свяжем и уже самостоятельно будем собирать нашу прелесть. Кольцо амигуруми или 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка набираем 6 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6. Второй ряд вяжем 1 столбик, 1 прибавка, 2 столбика без накида, 1 прибавка, 2 раза. 1, 2, первая прибавка, 1, 2, вторая прибавка. Третий ряд вяжем 3 столбика, 1 прибавка, 2 раза. 1, 2, 3, первая прибавка, 1, 2, 3, вторая прибавка. Это третий ряд. Четвертый вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И последний 5-й ряд вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка, 2 раза. Первая убавка. 1, 2, 3. Где фокус? Вторая убавка. Складываем и провязываем столбиками без накида. Тоже ниточку подлиннее, чтобы его пришить. В принципе, все. Значит, что мы сейчас делаем? Потоньше спицу. Мы сейчас собираем нашего товарища. Ну, хвостик вы, я думаю, знаете, где пришивать, да? Пришиваем голову к телу. Пришиваем. Я никогда не пришиваю ушки, рожки на определенном ряду, там на определенном расстоянии. Я все время делаю на глаз. Главное, чтобы было плюс-минус одинаково. Все, собираем, пришиваем, все, собираем игрушку. Я думаю, самостоятельно вы справитесь с этим делом. Ну, и, естественно, хвостик. Не забудьте. Так, еще шарфик вам не показала, но мы, в принципе, его уже вязали. Давайте я вам просто на любой ниточке покажу. Я набираю на олененка, я набирала, по-моему, 55 воздушных петель, на дракончика 70, на кого-то 60. Я набираю и прикидываю большим крючком, у меня 7. Набираем нужное количество воздушных петелек. 4, 5, я вам покажу вот на 5. И в обратную сторону соединительными столбиками по цепочке вяжем. Довязали до конца ряда нужное вам расстояние. Петлю подъема провязали, разворачиваемся и снова. Вот наша косичка за задние стеночки соединительными столбиками. Можете делать 2-3 ряда, смотря какой толщины вам нужен шарфик. Так, по поводу шапочки я вам сказала в начале. Я
на шапочку. Сейчас отмонтирую, закружу этот ролик. Вот получается такой шарфик. И напишу схему шапочки. Вот такой малыш у меня получился. Вы выбираете свой вариант с такой мордочкой, либо с пришивной мордочкой вы его будете вязать. Шапочку я буду пришивать, потому что так она не держится на его голове. Еще, смотрите, я связала ему в компашку дружка, пингвинчика. Как его показать, не знаю. Вот он. Пишите в комментариях, будем ли мы его вязать вместе с вами. Оставлю в описании ссылку на телеграм-канал. Я его открыла. Я уже туда загружу первую картинку этого оленя. И если будут какие-то вопросы по мастер-классу, пишите вот именно по самому мастер-классу. Не там, когда будет такой-то мастер-класс или еще что-то. Все ваши спасибо. Я читаю все на YouTube. А вот именно конкретные вопросы по мастер-классу лучше задавайте в телеграм-канале, потому что на YouTube потом среди многих видео очень сложно и многих комментариев очень сложно найти вопрос, чтобы ответить на него. Вот, так что если будут, подписывайтесь на телеграм-канал. Если будут какие-то вопросы конкретно по этому мастер-классу, я напишу пост по этому мастер-классу. И вот под этим постом пишите в комментариях свои вопросы. Буду благодарна вашим пальчикам вверх, буду благодарна вашим подпискам и легких вам петелек.